Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад. Прежде чем начать, вы сказали, что вам понравилась тренировка. Давайте сегодня тоже начнем с тренировки, посмотрев, нормально у нас сегодня расклад пройдет или нет. И давайте, я думаю, в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем. Колоду мешаем, этой колоде тяжело карты вытягивать, потому что покрытие soft touch. Итак, так вот сделаем, чтобы легче было тянуть. Вот эта карта у нас главная будет. Итак, тянем подсказки. Иерофант, так поправим. Иерофант. Да что ж такое? Паш мечей. Так, здесь две походу. Рыцарь Пентаклей и Королева Кубков. Ну, смотрите, раз уж две карты выпало, то... я тут уже понял, какая карта. Потому что Иерофант, это вот, знаете, это вот традиции, правила, которые устоялись, да, система, в которой ты находишься. То есть, вот у тебя есть определенные обязательства, может, там, перед семьей, перед работой, перед каким-то обществом, то, что передается вот из поколения в поколение. Ну, или просто принято делать именно так, а не иначе, да? Вот чувствуем, да, уже работа как будто. Паш мечей — это у нас вот это любопытство, обучение, желание вот разобраться, что-то новое узнать. То есть это карта обучения по сути своей. И вот человек начинает вопросы задавать, искать информацию, может даже сомневаться в том, что раньше казалось там незыблемым, да? То есть, он полон энергии, готов действовать. И с иерофантом это уже как вот на десятку жезлов похоже. Почему? Потому что у тебя какая-то вот, как сказать, обязательство, да, перед работой. А паш мечей — это уже действие, готов действовать, готов познаваться. Рыцарь Пентаклей, сразу говорю, да, это медленно, нудно, методично и упорно. То есть рыцарь Пентаклей, он, знаешь, это когда ты не просто думаешь и мечтаешь, да, а реально берешься за дело. Поэтому говорю то, что, скорее всего, на процентов на 70 я уверен, что там десятка жезлов, потому что карты так все сложилось, то, что вот медленно, но верно ты делаешь обязательства перед всеми, и вот ты готова действовать, да? Это я сразу про все три карты. А королева кубков, она сюда эмоции добавляет, да? Там заботу, интуицию. Это вот когда ты делаешь все не просто механически, а вкладываешь душу, да, чувствуешь глубоко, там, что именно тебе важно, что именно тебе дорого. И тут вот все эти четыре карты — это точно про работу. Причем медленно, но верно, вот это вот рыцарь Пентаклей, он добавляет, что это не просто так. Это еще и тяжело, это еще нудно, это еще долго. Поэтому давайте на 80% я уверен, что здесь или десятка жезлов, или восьмерка пентаклей, одно из двух. Давайте, я думаю, что посмотрим. Ну да, десятка жезлов. Ну тут, видите, по-другому тут больно в сторону не отойдешь никак, потому что или восьмерка пентаклей, или десятка жезлов. Итак, давайте начнем, я думаю, что наш расклад.
Единички. Так что же в твоей жизни произойдет в ближайшие 72 часа? Сначала у нас сигнификация, что сейчас в твоей жизни творится. Ну а ты сейчас по картам как будто вообще в полном моральном отстое. Ты как зомби ходишь. Глаза в пол, уши, как говорится, опущены, на все вокруг плевать. Видишь, ты сейчас, знаешь, смотришь только на то, что потеряла или что не получилось. Это, знаешь, как есть же у оптимистов и аж запипикал. У оптимистов и пессимистов вот стакан или полон наполовину, да, или пуст наполовину. Но у тебя стакан сейчас всегда наполовину пуст, даже если он до краев наполнен. У тебя перед носом возможности есть. Люди тянутся к тебе, хотят помочь, но ты их отпихиваешь и ноешь, что вот все пропало, мы все умрем. Это твоя вот вечная привычка рыдать вот над тем, что было, да, над прошлыми косяками. Она тебя и убивает, вот эта привычка. Вместо того, чтобы увидеть, что прямо сейчас можно сделать, да, там много чего можно сделать причем. Ты идешь, что делаешь? В старых обидках копаешься. Как вот помойки. Там у тебя девочки зовут гулять, да, ты отказываешься. Подруга предлагает новую работу, ты фыркаешь. Ну, это не мое, да. Родные пытаются поддержать тебя, ты их вообще не слышишь. И самое плохое, что ты еще сама себя накручиваешь. А вот если бы я тогда сделала как-то по-другому, а вот если бы он не ушел, вот это твое, если бы это, ну, ты же понимаешь то, что в прошлом ты ничего уже не изменишь. Но ты живешь в этом прошлом со своим вот этим если бы. Посмотри, что происходит. Ты застряла в этой липкой, как сказать, жалости к себе. И пока ты там в этом залипла, жизнь, она мимо проходит в настоящий. То есть к тебе стучатся в дверь, а ты не открываешь. Тебе спасательный круг кидают, а ты его или отталкиваешь, или вообще топчешь. И нет, у тебя не черная полоса. У тебя черная полоса только в твоей голове. На самом деле это просто твой осознанный выбор сидеть, как говорится, в говне и его нюхать. Потому что проще же ныть, да, чем вставать и вытереть слезы. Ну, пора прекращать это цирковое шоу ныния. Пора вылезать из своей норки. Да какое важное событие произойдет. Знаешь, через 3 дня, в течение 3 дней ты мужика встретишь. И это будет не какой-то там случайный мужик. Он прилично к жизни подкован. Голова на плечах есть. Эмоции свои, как говорится, в кулаке держит. Но он не бесчувственный чурбан. Нет. Скорее всего, познакомитесь, знаешь, на какой-то встрече дружеской. Может, там день рождения подруги, корпоратив, вот что-то такое. То есть, где много народа. И он на тебя внимание обратит. Но не потому, что ты там, как говорится, в бикини, да, а потому, что он почувствует твою вот эту забитость и захочет растормошить. Это вот знаешь, как у меня в голове. Вот примерно к тебе мужик подойдет и скажет: а ты что такая грустная? Вот примерно вот так вот. Понимаешь? Это не будет там флирт или вот это все. Он настроен серьезно. Он на тебя давить не будет. Но он четко, знаешь, даст понять, что ты ему интересна, как женщина, а не как там временная, как говорится, мимо проходящая. Готовься к тому, что он начнет качать твою самооценку, понимаешь? Без вот этих пошлых комплиментов, через дела. Он предложит тебе помочь с чем-то, пригласит там в нормальное место. Но тут есть проблемка. Он к тебе подойдет,
скажет, что ты, чего ты такая грустная, хмурая или там злая, но тут 2 варианта развития событий. Или ты проигнорируешь его, и он, как говорится, уйдет, да, потому что будущее вариативно. Или если ты все-таки с ним заговоришь, то у вас есть очень хорошее будущее. И знаешь, запомни вот одну вещь: такой шанс дается один раз там в 2 года, а то и вообще реже. Поэтому не уходи от этого разговора, ответь ему нормально. Не вот это вот твое, какая тебе разница или вот это все. Поэтому вот единственный вот этот шанс — это вот: «А ты чё такая грустная?» Ну или хмурая, или злая. Что делать, зная все это? Ну, самое я уже сказал, то, что самое главное, как сказать, вот есть же, когда ты в техподдержку обращаешься, а тебе бот отписки делает. Вот не делай вот этого. Понимаешь, не будь вот этим ботом. Понимаешь, бери свою жизнь вот в ежовые рукавицы. Первое, конечно же, это всегда прекрати ныть и начни действовать. Как взрослая женщина, а не как школьница сопливая. Бери хаос вокруг. Разбери завалы на работе, приведи в порядок квартиру, долги закрой, если они есть. Ты сейчас должна стать, знаешь, такой вот жесткой бизнес-леди, которая знает, чего она хочет. Поэтому составляешь четкий план сегодня, что там с деньгами делать, как быт улучшить, куда двигаться в карьере. Никаких вот этих «ой, я завтра начну». Понимаешь, потому что когда мужчина подойдет, ты должна быть готова. А чтобы быть готовой, нужно, чтобы у тебя что? Хвостов не было. И ты еще, проблема у тебя по картам — это ты, как сказать, вот слово «мямля», я не знаю, знаешь ты такое слово или нет, вот мямля в отношениях, то есть ведомая. И если этот новый мужик появится, не если, а когда он появится, не виляй хвостом и не делай вид, что ты просто там дружишь. Четко границы обозначай, чего ты ждешь, что приемлешь, но не сразу, да, когда он к тебе подойдет, скажет, чего грустно, скажешь: «Я хочу 2 детей». Не, нет, так не надо делать. Просто, как сказать, я уже тут, как сказать, на более будущее смотрю, чтобы ты была, как говорится, в своих границах и мужика не потеряла. И сразу говорю, не жди принца на белом коне, который придет, а там все починит, все за тебя сделает. Нет, начни в себя инвестировать. Вот я всегда говорю, но вы этого не делаете. Повышай свои знания, там запишись на курсы, спорт, здоровье. Не для того, чтобы там понравиться ему, когда он придет, а чтобы утром проснуться и не ненавидеть свое отражение в зеркале. Понимаешь? И перестань ныть. У тебя потому что нойки, я не знаю, как сказать, нойки, у тебя нытики такие, вот знаешь какие: «Я не могу, это слишком сложно, это не мое», и вот это все. Мир не будет под тебя подстраиваться. Либо берешь ответственность за свою жизнь, либо так и останешься в роли вот этой вечной жертвы, поэтому выбирать дальше тебе, я за тебя ничего не решу. Итак, давайте перейдем ко второму варианту.
Двоечки. Первый вопрос для сигнификации, что сейчас в твоей жизни творится. Ну, знаешь, у тебя сейчас такая жизнь, это вот режим, на запчасти голова разобрана. То есть у тебя бесконечная прокрутка в голове, бесконечная вот эта прокрутка в голове всех возможных провалов. Хотя их еще нет. А днем у тебя вообще ты можешь даже разрыдаться на людях. То есть у тебя сейчас, я не знаю, как это объяснить, вот как будто ты сама себя в угол загнала. То есть, с одной стороны, твоя чувствительность через край бьет. Это вот знаешь, как у девочек бывает ПМС. У тебя сейчас ПМС. Любая мелочь, она тебя цепляет, как ножиком. А с другой стороны, ты панически боишься показать это окружающим. Ну тут ПМС. Ты или улыбаться будешь, пока внутри все в комок сжимается, или плакать. У тебя тут одно из двух. И знаешь, что самое плохое? Ты прям сама создаешь эту ловушку. Вместо того, чтобы там помощи попросить или хотя бы выдохнуть, ты зарываешься глубже в свои страхи. Твои эмоции сейчас как вот оголенный провод. Любое неосторожное слово, любой неосторожный взгляд, ты даже на меня сейчас психуешь. Но при этом, вот при этом всем, внутри сидит твоя же собственная интуиция, говорит: ты что делаешь-то? Вот так вот говорит. Хватит себя грызть. Только ты ее не слушаешь. Это ПМС, это ничего такого. Это или ПМС, или биполярка, но это ПМС, мне кажется. Какое важное событие произойдет в ближайшие 72 часа? А у тебя развилка будет. И это не чего-то такое эфемерное, да, типа прими решение и так далее. Нет, конкретный ультиматум. И либо ты соглашаешься на это предложение, которое гарантирует тебе стабильность, крышу над головой, все вот эти плюшки, типа там не надо париться, да? Либо выбираешь путь, где придется рискнуть ради того, что действительно душу греет. А предоставит этот путь либо мама, либо начальница. Понимаешь? И тут выбор про фундамент твоей будущей жизни. Вот этот человек, эта женщина, она, почему я говорю или мама, или начальница, потому что на картах не написано мама или начальница, да, но этот человек тебя растил и руководит тобой годами. А у меня приходит только либо мама, либо начальница. И вот этот человек точку поставит. Или ты остаешься в зоне комфорта, да, но с обязательствами, которые как кандалы. Или рвешь вот этот шаблон весь чашечный, да, но теряешь под ногами почву. И это будет выглядеть как забота. Тебе начнут втюхивать про вот эту безопасность, надежность и прочую лабуду. Но подтекст будет простой. Сиди и не этот. Поняла, да? Сиди и не рыпайся. И выбор будет жестким, без компромиссов. Без возможности там отложить на потом. Либо ты становишься удобной, либо начинаешь жить. Вот такой вот ультиматум. Тут я не знаю, как сказать, но это или мама, или начальница. Во всяком случае, человек, который тебя растил годами. Что делать? Жесткий разбор без полетов делать. Жесткий разбор полетов делать. Знаешь, вот без соплей, без жалости. Во-первых, собери или посоветуйся с теми, кто реально на твоей стороне. Но не для того, чтобы там поныть, да, а для конкретного плана действий. Это не про посиделки с подругами с винишком, нет. Это про то, чтобы вынести мозг человеку, который умеет вот рубить правду, без вот этих всех церемоний.
Пусть он разложит твою ситуацию по полочкам, то есть где ты нагнетаешь, где ты придумываешь, а где реальная опасность. А во-вторых, вообще перестань витать в облаках. Если хочешь, как говорится, праздника, создай его сама. Но так, чтобы это работало на результат. Вместо того, чтобы мечтать о переменах, о повышении, о деньгах, организуй это, сделай это. Понимаешь? И никаких эмоций при принятии вот этих решений при встрече. Нет, твой главный инструмент сейчас — это холодная голова. Поэтому включи режим вот этого стратега. Понимаешь? Оцени риски, просчитай свои шаги и начинай действовать. В любом случае, этот выбор, который тебе или начальница, или мама даст, должен быть в твою пользу. То есть то, чего хочешь ты должна выбрать. Только то, что ты хочешь. Тут, по идее, больше объяснять нечего. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, троечки. Извиняюсь за голос, горло болит. Что сейчас в твоей жизни творится, это сигнификация. Ну, ты знаешь, ты как... Ты вот знаешь, как сейчас объясню? Как пьяная невеста на своей собственной свадьбе. Вот примерно вот так. То есть, вроде все красиво, да? Ну, в жизни я имею в виду. Комплименты тебе летят, а внутри полный бардак. С одной стороны, какой-то мужик, ну, человек активно льет тебе в уши вот эти сладкие речи про «мы вместе, давай попробуем, я тебя понимаю», вот это вот ерунда. А с другой стороны, ты сама висишь в состоянии полной заморозки. То есть не дать не взять, и сбоку бантик. Ты боишься шагнуть вперед, потому что твоя попа, она приросла к дивану от страха ошибиться. И ты это прекрасно осознаешь, ты это все понимаешь. Ты вот чувствуешь, что застряла между «хочу» и «не могу». И вместо действий просто в себе копаешься. Он тебе отношения предлагает, а ты чайник поставила. Вот как-то объяснить, то есть, как сказать, это вот когда у тебя в жизни одно происходит, а ты реагируешь не так вообще, не по теме. Это вот, знаешь, как чайник поставил, вот сказал, да, или там засунь в карман платочек, а то шнурки развалятся, ой, развяжутся. Вот примерно вот так. Потому что ты сейчас копаешься в себе. Чего бы ни произошло, ты в себе копаешься, как вот не знаю в чем. Причины ищешь. Причины там, почему все плохо, почему все хорошо. Неважно, что произойдет, начинаешь копаться. И в итоге из-за вот этого копания энергия уходит в ноль. Это вот как тебе объяснить, чтобы было понятно. Знаешь, вот пошла в магазин за хлебом, ну, чтобы просто пойти в магазин, купить хлеб, вернуться домой. Но что ты делаешь? Ты начала одеваться и ушла в себя. Вернусь не скоро. Почему мир плохой? Вот примерно вот так вот. А цель была хлеб купить. И вот этот мужик, он бегает вокруг тебя. А ты в себе копаешься. И он скоро устанет ждать и пойдет искать более, как говорится, более-менее, нет, как сказать, более-менее закомплексованного человека для своих фантазий.
А у тебя сейчас реально, у тебя комплексы по каждой мелочушечке. Ты не движешься, ты не решаешься, ты ничего не меняешь. И это уже не как медитация. Это просто ступор, который тебя сожрет, если ты не встряхнешься. Понимаешь? У тебя сейчас поиск ненужной истины. Вот примерно вот так вот. Какое важное событие произойдет? Ну, знаешь, жди гостей из прошлого. И жди настолько розовых соплей, что аж тошнить будет. Объявится человек, с которым у тебя были вот давние недоговорки, не договорилась, не договорилась. Это или бывший, или вот друг детства. И они захотят решать, не они, а он захочет вернуть все как было. И он, так сказать, морочить голову тебе начнет, типа, давай снова попробуем, помнишь, как вот раньше нам было все хорошо. Но это все ерунда будет. Не потому, что он плохой человек или идея плохая вот это все восстановить, а потому что это попытка труп реанимировать. Он тебе будет подсовывать красивые картинки, типа вот мы вместе, мы с тобой решим все проблемы, мы с тобою всех победим. Но на деле это или иллюзия, или манипуляция. И особенно опасно, если ты сама начнешь вестись на вот эту ностальгию. Типа, а ведь реально раньше было лучше. А вдруг это судьба? Вот запомни одно. Прошлое не исправить. Конфетно вот этот букетный период, он не вернется. А все вот эти воспоминания, они будут только отвлекать тебя от реальных проблем, которые есть сейчас и здесь. Понимаешь? Поэтому тебя ждет такой выбор, где нужно будет четко отделять, где правда, а где ложь. Что делать? Ну, во-первых, не реви, конечно, и сваливай от него. Быстро и тихо. Вот сейчас, знаешь, не время для красивых вот этих «а давай все-таки мы с тобой попробуем», да, с бывшим. Нет, не исправишь ничего. То, что было, я имею в виду. Ты должна будешь уйти от него, потому что он затянет тебя вниз. Понимаешь? Громких сцен, вот этих, как сказать, наивной веры в то, что ты там можешь его исправить, что он исправился, это все ложь. Понимаешь? Если захочешь, да, потому что тебе никто не указ, ты просто расклад смотришь. Если захочешь попробовать, действуй вот как агент 007. Собери всю информацию о нем, что важно, что не важно, что он делал, почему он вернулся. Собери. И тогда ты увидишь, что просто он там погулял, никому не нужен, и к тебе вернулся. Твоя цель — спасти себя, а не угодить ему. Нужно, там, соври, скажи, что там подумаешь. Но на самом деле не думай. Сделай вид, что ты как его, а Васька кушает да ест. Ой, а Васька слушает да ест, помнишь? Вот. Мосты жечь нужно. И даже не оглядываться. Потому что если ты замешкаешься или попытаешься с ним поиграть в эти отношения, тебя снова затянет он в эту вонючую трясину. Понимаешь? И не жалей ни в коем случае ни его, ни себя. Потому что жалость к нему — это будет твоим главным врагом. Такой сегодня у нас расклад. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и помни, я всегда рядом.